Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Отпетые мошенники» Dirty Rotten Scoundrels 1988 года – легендарная комедия режиссера Фрэнка Оза о двух обаятельных мошенниках. Майкл Кейн играет роль Лоренса Дженнисона, великолепного короля мошенников, который живет в курортном городе на юге Франции. Он выдает себя за свергнутого принца и получает денежную помощь от сердобольных женщин. Однако его успехи подпорчены появлением конкурента Фредди Бенсона, Стив Мартин, которому удается отбить часть клиентов у Лоренса. В итоге Лоренс заключает пари с Фредди о том, кто из них сможет вытянуть деньги с богатой, но простодушной девушки, которую играет Глен Хедли. Фильм «Отпетые мошенники» 1988 года со Стивом Мартином не был оригинальным. Это ремейк картины «Сказки на ночь» 1964 года, которая по нашим временам ощущается довольно занудной и моралистической. Главное их отличие в том, что Мидж Дженнис в первом фильме является второстепенным и ничем не примечательным персонажем, а в ремейке авторы добавили перчику в сюжет, сделав ее третьим главным героем. К тому же ее сделали мошенницей, ловко обставившей Фредди и Лоренса. Буквальный перевод фильма «Отпетые мошенники» звучит как «грязные прогнившие негодяи». Главные роли должны были исполнить два знаменитых певца – Мик Джаггер и Дэвид Боуи. Сцена в тюрьме, когда Фредди пытается вспомнить имя Лоренса, полностью симпровизирована Стивом Мартином. Фильм занимает 85 место в списке 100 самых смешных фильмов. «Отпетые мошенники» 1988 года – вторая из 4 совместных работ режиссера Фрэнка Оза и актера-комика Стива Мартина. Интересно, что в заглавных титрах фильма после главных актеров вместо привычного слова «in» в фильме можно увидеть слово «air», что вполне можно перевести как Стив Мартин и Майкл Кейн «Отпетые мошенники». Фильм «Отпетые мошенники» стал абсолютным шедевром, в немалой степени благодаря переписанному Фрэнком Озом финалу. Каждый раз, пересматривая этот фильм, я жалею лишь об одном. Теперь я точно знаю, чем он закончится. «Отец невесты» Father of the Bride 1991 года – комедийная мелодрама режиссера Чарльза Шайера, ремейк одноименной комедии 1950 года режиссера Винсента Минелли с Элизабет Тейлор. Фильм «Отец невесты» 1991 года со Стивом Мартином был удостоен премии BMW Film Music Award за лучший саундтрек. Фильм «Отец невесты» первая и вторая часть являются одними из лучших свадебных фильмов, которые вышли в 90-х годах. Джордж Бенкс, Стив Мартин, типичный представитель среднего класса. Его тихая размеренная жизнь резко меняется, когда любимая дочь Джорджа, 22-летняя Энни, Кимберли Уильям Пейсли, заявила о своем намерении выйти замуж. Предстоящая свадьба буквально сводит отца с ума, он не представляет, как сможет расстаться с обожаемым ребенком. Джордж делает все возможное, чтобы бракосочетание не состоялось. Его жена Нина, Дайан Кейт Китон, пытается убедить мужа порадоваться за дочь, однако Джорджу по-прежнему трудно смириться с тем, что Энни уже выросла. Усугубляет ситуацию регулярное общение с родственниками со стороны жениха. Предсвадебная суматоха и грядущие расходы буквально сводят Джорджа Бэнкса с ума. На свадьбе счастливы все, и лишь отец невесты крайне недоволен происходящим. В фильме «Отец невесты» также снялись Мартин Шорт и Киран Калкин, старший брат одного из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда Маколея Калкина. Стив Мартин дал согласие на съемки в комедии «Отец невесты» до того, как был написан сценарий. Персонаж Мартина Шорта, организатор свадеб Фрэнк Эгелхофер, был одним из самых забавных и незабываемых в обоих частях фильма «Отец невесты». И оказывается, герой списан с известного свадебного менеджера Кевина Ли. Среди его клиентов значатся Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Дрю Берримор, Лиза Вандерпамп, Брэд Питт и Ким Кардашьян. Когда Ли спросили о том, как его изобразил Мартин Шорт в «Отце невесты», Ли ответил: «Он так хорошо запечатлел меня, что я был потрясен. Официально я Фрэнк». У вас там все в порядке? Ждите меня и будьте готовы. Инспектор, у вас точно все в Да, порядке? вольном. Я уже весь сгораю от страсти. «Розовая пантера» The Pink Panther 2006 года – комедийный приключенческий детектив, перезапустивший серию фильмов «Розовая пантера». В фильме инспектор Жак Клузо Стив Мартин получает задание расследовать убийство известного футбольного тренера и кражу огромного бриллианта «Розовая пантера». Убийство прославленного тренера французской сборной Джейсон Стэтхэм шокирует всю страну. Главный инспектор Шарль Дрейфус, Кевин Клайн, намерен лично найти убийцу и пропавшее кольцо с огромным бриллиантом «Розовая пантера». В случае успеха ему светит орден почетного легиона.
Для того, чтобы отвести внимание прессы и общественности от своего тайного расследования, Шарль официально поручает дело самому непутевому полицейскому в мире, инспектору Жаку Клузо, Стив Мартин. Энергичный болван с неимоверным рвением приступает к заданию, но вместо каких-либо адекватных результатов он получает лишь сплошные неприятности для себя и окружающих. До 2006 года, когда вышел современный фильм со Стивом Мартином «Розовая пантера», уже существовало 9 фильмов франшизы и 2 мультсериала. На роль футболиста-новичка, забившего решающий гол, собирались взять футболиста Дэвида Бекхэма, но ни он, ни другие 100 человек не могли ударить мяч во время кувырка назад. В конце концов, роль в «Розовой пантере» была дана британскому единоборцу, которому удалось это сделать. Имя футболиста Бизу является аллюзией на прозвище легендарного французского футболиста Зинедина Зидана – Зизу. А в трейлере ролика «Розовая пантера» присутствует инспектор Клузо, использующий устройство, разбивающее стекло, которое он получил от агента 006. Этой сцены нет в оригинальном фильме. Для продвижения серии активно эксплуатировался анимированный образ «Розовой пантеры». Певица Бейонсе лично спела 2 песни в фильме в роли Зани – «A Woman Like Me» и «Check on It». Сержант Билко, 1996 года, комедия режиссера Джонатана Лина о буднях американской армии, снятая на основе телесериала «Шоу Фила Сильвера» 1955-1958. Сержант Билко, Стив Мартин, блестящий мошенник, острослов и неисправимый спорщик. Он самый неблагонадежный человек в округе, и при этом его любят все. Ну, не все, конечно. Трудно любить человека, руку которого обнаруживаешь в своем кармане. У сержанта Билко есть один заклятый враг, один друг и одна возлюбленная. Эрнест Билко заведует гаражом на военной базе. Он обладает особым даром ставить диагноз сломанным машинам, не открывая крышки капота. Кроме того, Эрнест повсюду находит деньги, по запаху. Сержант Билко глубоко уважает солдат и офицеров армии США. Он считает, что эти патриоты сделали очень много для своей страны и имеют полное право поразвлечься в свободное от муштры время. Сержант Билко по собственной воле возложил на себя обязанность массовика-затейника для отставных офицеров и превратил Форт Бакстер в игорный центр. Общаясь с этим необычным человеком, можно быть уверенным только в одной вещи. Если сержант Билко заключил пари, без сомнений, в выигрыше останется именно он. Актеры, сыгравшие солдат, прошли настоящую армейскую подготовку под руководством капитана Дейла Дая. Исполнительница роли лейтенанта Мандей, актриса Кэти Сильверс, является дочерью Фила Сильверса, исполнительной роли сержанта Билко в шоу Фила Сильверса. Несмотря на кассовый провал и низкие оценки на западных агрегаторах, я крайне рекомендую посмотреть фильм «Сержант Билко». Стив Мартин отрывается на полную катушку. Возможно, в каких-то моментах фильм и покажется глуповатым, но в 90-е годы почти все комедии носили такой оттенок. Он сейчас готовится его поцеловать, она от него отбрыкивается, отталкивается. Смотрите-ка, их ноги переплелись. Да, должен признать, что когда я вижу вот такую живопись, она меня затрагивает эмоционально. Лос-Анджелесская история, LA История 1991 года. Комедийная мелодрама Мика Джексона со Стивом Мартином в главной роли и снятая по его же сценарию. В Лос-Анджелесской истории 1991 года великолепно создана атмосфера конца 80-х, начала 90-х годов. Все в ней вызывает положительные эмоции. История повествует о простом Чеке Харрисе, Стив Мартин, который всю свою жизнь посвятил карьере ведущего безумного прогноза погоды на ТВ. Вечная погоня за деньгами, успехом, временем и прочими радостями любого занятого человека порядком надоела Харрису. И его работа синоптиком на телевидении тоже утомила. Как вернуть себе вкус жизни? Конечно же, влюбиться. Именно это произойдет, когда Харрис встретит очаровательную английскую журналистку Сару, Викторию Теннант. И произойдет это не без помощи говорящего рекламного щита на оживленной магистрали. В титрах Лос-Анджелесской истории не указаны эпизодические роли Чеви Чейза, Вуди Харрельсона, начальник Харриса, Пола Абдул, девушка на роликах, Мартина Лоренса, Рика Моранеса, «Могильщик». Это 4-й последний фильм, в котором Моранес появился со Стивом Мартином. Для фильма «Лос-Анджелесская история» была снята сцена с Джоном Литгоу, которая не вошла в финальную версию фильма. Литгоу играл Гарри Зелла, агента Харриса, и прибывал на ланч своему клиенту на реактивном ранце. Сара Джессика Паркер призналась, что этот фильм изменил ее карьеру. После выхода картины актрису стали узнавать, что в свою очередь открыл новые двери для творческого продвижения. Стив Мартин и Виктория Теннант были настоящими мужем и женой во время съемок фильма «Лос-Анджелесская история» 1991 года.
В 2008 году в Лос-Анджелес Таймс вышла статья «25 лучших фильмов о Лос-Анджелесе за последние 25 лет». Лос-Анджелесская история 1991 года была включена в этот список под 20 номером.